И дверь закрой, хорошо, тоже. Итак, несколько минут подождем, когда начнется эфир. И начнем. Я вижу ваши сообщения, пишите, ставьте плюсики, если видно и слышно. Так. Сейчас поставим заставочку. Из дома сегодня я провожу свой эфир, именно поэтому такие небольшие сложности и трудности. Ольга Лан Минера. Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич. Здравствуйте, друзья. Сегодня я постараюсь ответить на вопросы, которые вы мне задаете. Одна из особенностей здоровой жизни человека заключается в том, что очень часто человек живет всухомятку. Сегодня я поговорю о том, почему не стоит жить всухомятку, что необходимо делать, что такое желчь, для чего она должна выделяться и какие проблемы возникают в случае, если она не выделяется у человека. Обычно сидячий образ жизни на протяжении дня, маленькое количество физических движений может приводить человека к тому, что у него появляется застой желчи. Также часто кетоновая диета, обезжиренная пища приводит к тому, что застои желчи происходят и желчь не отходит. Также маленькое количество сна, высокий холестерин, отсутствие физических упражнений, отсутствие горячей воды, сухомятка, это все приводит к тому, что желчь застаивается. Когда желчь застаивается, у человека появляются проблемы, связанные с образованием коллагена, увеличением кислотности желудочно-кишечного тракта. Как правило, это приводит к плохому запаху изо рта, к активному разрушению эмали зубов, появлению кариеса и так далее. И это все связано с желчью. Для того, чтобы активировать выделение желчи, человеку необходима горячая пища. На протяжении дня хотя бы горячая вода. В течение дня человек должен заниматься активными физическими упражнениями. В первой половине дня в обязательном порядке завтрак необходимо начинать с горячего бульона или горячего супа. Не холодное молоко, залитое в шарики непонятного происхождения из злаковых, эта еда не подходит человеку. Она с самого утра запирает выделение желчи и приводит к накоплению желчи в желчном пузыре. В дальнейшем это может спровоцировать к появлению хруста в суставах, к необразованию коллагена, к разрушению связок, к ухудшению деятельности всего опорно-двигательного аппарата, всего связующего звена. Часто женщины, которые начинают вести здоровый образ жизни, посмотрев любимого доктора Берга, начинают использовать кетоновую диету. Кетоновая диета, она плюс еще и обезжиренная диета. Отсутствие жиров, растительных и животных приводит к тому, что появляются в дальнейшем существенные проблемы. Это истончение кожи, ухудшение деятельности желчного пузыря и желудочно-кишечного тракта. Это замедление работы печени как следствие ухудшения иммунитета, как следствие ухудшения половой функции и так далее. То есть это все приводит к ряду заболеваний. Именно поэтому в утреннее время начинайте с горячей пищи, начинайте с горячей воды, это минимально, а также для того, чтобы активировать все же выделение желчи на протяжении дня, если вы не хотите изменять свой образ жизни, то начинайте применять мои горечи, называется Амарум Дуйко, это горечи Дуйко. 1 чайная ложка на стакан воды, желательно теплой или горячей. Начинайте с этого утра. В случае, если вы будете начинать с овощного супа горячего, с кусочка там, хлеба с оливковым маслом, запивая это горячей водой, то желчь будет отходить. И как это проявится?
В случае, если человек на протяжении дня 3 раза ест суп горячий, там, любой абсолютно, овощной, или куриный, или рисовый, или гречневый, какой там вы умеете готовить, или суп-пюре, но главное, чтобы он был горячий, то на протяжении 1 недели у вас уйдет асцит живота, уменьшится объем живота, уменьшится объем печени, улучшится общее пищеварение, улучшится общее состояние. Тонус живота снизится, метеоризм будет прекращаться. Наша поджелудочная железа очень любит специи в супе. Есть такие заболевания, которыми практически не болеют китайцы. Это связано с тем, что они применяют в большом количестве горячую пищу. Это горячая пища в виде лапши, которую они едят с бульоном, во Вьетнаме едят, во всей Азии, в Японии и так далее. И очень часто можно заметить, что эти люди отличаются от наших людей тем, что нет таких выдающихся больших вздутых животов, которые, как правило, наблюдаются у нас. И это связано с тем, что мы переходим в сухомятку, переходим в режим кетоновый, стараемся вести, как нам кажется, правильный образ жизни. При этом у нас уменьшается активность, горечи мы не получаем и так далее. Анна Хид. Здрасте, Андрей Андреевич. Зеленая нить поможет убрать грыжу позвоночника? Заранее спасибо. Да, поможет, но я бы хотел сказать вам, что при любом заболевании, которое связано с позвоночником, первое, что необходимо знать, или первое, что необходимо делать, это массаж. Неглубокий массаж, который может расслаблять мышечную мускулатуру или мышечный каркас тех паттернов, которые накопились подкожные, которые могут являться следствием каких-либо заболеваний. Опытный массажер или опытный массажист может на протяжении 10-30 сеансов массажа заметно на 100% улучшить общее состояние опорно-двигательной системы, 100% устраняя такие заболевания, как грыжа, листов. Что долго не было трансляции, я, к сожалению, не увидел, что не было трансляции. Надеюсь, что сейчас она уже появилась. Вот это я разговаривал, а трансляции не было. Как жаль. Вам нужно писать: Андрей Андреевич, трансляции нет, трансляция не идет. Я бы это увидел. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, народное лечение хронического панкреатита. Народное лечение хронического панкреатита – это шалфей, бессмертник, березовые почки, в равной смеси 1 чайная ложка на стакан воды, принимать 2 раза в день, натощак принимать вареную тыкву. Также цветы от тыквы в сыром виде. Это все лечит панкреатит. Хочу сказать, что сегодня я провожу трансляцию из своего дома, поэтому могут быть небольшие вот такие задержки в трансляции, ничего страшного. Юлія Сокальська. Здравствуйте, Андрій Андрійович, мені 43 года, хочу завагітнити, но ніяк не виходить, маю сина від першого чоловіка, підскажіть, що мені робити. Начните принимать мои препараты, которые на 100% помогут вам избавиться от заболеваний, когда вы не можете забеременеть. Это препарат Карунеш и препарат Кинскит. Есть целый ряд людей, которые, принимая данные препараты, смогли забеременеть и выносить благополучно ребенка. Гой Юлія. Моя мама сильно пошкодила руку, будь ласка, операцію на промолікті, як допомогти і чи причина, що сталося. Это как раз на вот этом
ответе на этот вопрос, которому я посвятил какое-то время, прервалась трансляция. Итак, почему мама упала? Это связано с ригидностью мышечной мускулатуры, которая возникает на фоне неусвоения азота. Каким образом необходимо в дальнейшем и почему это происходит? Мы не усваиваем или организм не усваивает азот в случае, если недостаточно хорошо выделяются гормоны, какие половые. И нужно сказать, что маме поможет в дальнейшем принятие моего препарата мускус и трибулус. Трибулус 1 таблетка 1 раз в день, мускус 1 чайная ложка 1 раз в день на стакан воды. В случае, если будет принимать, то в дальнейшем таких вот проблем с падением не будет. Также падение может быть связано с дискуляторной энцефалопатией сосудов мозга. Это может быть связано с сосудистыми видами дистонии, с проблемами позвоночника и так далее. Но, как правило, это все имеет характер астении, то есть происходит ригидность мускулатуры. В дальнейшем это приведет к появлению заболеваний, ишемическое заболевание сердца, после чего, возможно, даже разовьется в сердечную астму и так далее. Для того, чтобы этого не было, необходимо принимать мускус, необходимо принимать трибулус, это заметно улучшит ее состояние. С чем-то особенным это связано еще, но да, чем взрослее человек становится, тем меньше у него выделяются гормоны половые, тем больше проблем с этим связаны. Появляются остеопорозные проявления, появляется аллопеция, появляется седина, ну и ряд проблем, которые вызывают в дальнейшем ригидность мышечной мускулатуры или ослабление, которое приводит к тому, что сосуды, вены, проблема вен происходит, проблема опорно-двигательной системы, проблема связующего аппарата и так далее. Для этого необходимо от неврозов принимать препараты, особенно магний, принимать препараты кальция и принимать препараты, активирующие гормоны. Обязательно я считаю, что если вам больше 40 лет, начинать принимать препарат мускус и препарат трибулус. Это заметно улучшит ваше состояние. В случае, если у человека есть проблемы, связанные с опорно-двигательной системой, то есть это может быть грыжи, это могут быть остеопороз, это может развиваться полиомиелит, это могут быть заболевания, ишемическое заболевание сердца, это могут быть вальгус, ну и так далее. Все это можно устранять путем введения кальция, но сразу же хочу сказать, что он не усваивается. Но если кальций начать принимать с препаратами, которые могут стимулировать работу половых гормонов, то кальций усваивается, и человек мгновенно, очень быстро, на протяжении 2-3 месяцев получает заведомо планируемый результат. Какие препараты? Мускус и трибулус, хотя бы мускус. Принимайте кальций, мускус принимайте. Принимайте D3, мускус принимайте. И это заметно улучшит общее состояние. Анатолий Зерчук, ребенку 6 лет, неусвоение лактозы, чем можно помочь? Содой. 1 чайная ложка соды на стакан воды. Давайте ребенку 1 раз в день принимать такую соду. Делайте это на протяжении 1 месяца. Через месяц данный диагноз 100% снимут. Мачеренко Игорь, ШФУ-учитель. Всем доброго времени суток. Игорь Мачеренко является целителем. Обратите внимание, вот здесь сейчас находится. Спасибо, Игорь, что пришли. Гой Юдия. Видео. Юлия Исакова, здравствуйте, Андрей Андреевич, мир вашему дому. Низкий поклон за знания, ваша ученица болит, постоянно отекает после падения нога, нет сил, можно пропить, и ваши советы всегда помогают. Прикладывайте на место, которое было, которым вы ударились, прикладывайте салфетку уксусом смоченную. Также поможет мазь троксивазин. Что пить? Можно попринимать препараты с магнием. Магний B6, просто магний, магний с цинком. Чем отличаются препараты магний B6 от препараты магний с цинком? Цинк является веществом, способным повышать кислотность желудка.
В случае, если человек, особенно женщина, вот сейчас очень популярно говорить о цинке, в случае, если женщина, у которой повышена кислотность, а все худые женщины имеют повышенную кислотность, все люди, которые страдают неврозами, все люди, у которых есть проблемы с зубной эмалью, проблемы разрушения зубов, ставите тире и пишите: у меня высокая кислотность желудка. Высокая кислотность желудка всегда появляется у людей, склонных к неврозам или неврозоподобным состояниям. Неврозам склонны все. Именно поэтому у людей, которые склонны к неврозам, появляется очень часто заболевание повышенная кислотность, гастродуоденальное рефлюксное заболевание, там, гастродуоденит и так далее. Для того, чтобы этого не было, кислотность необходимо снижать, это диета. Это переход на вареную пищу, это применение горячей пищи, применение горечи однозначно. Забыл, о чем я хотел сказать. Валентина Убаева. Здравствуйте, ученица школы. Вот уже 2 месяца и 4 дня у меня межреберная невралгия, сейчас в Германии. Все мои конспекты в Николаеве посоветуйте. Однозначно, берете уксус обычный и натираете уксусом себе там, где у вас невралгия. Также в случае, если межреберная невралгия, необходимы неврологические препараты. Противовоспалительные, это может быть диклофенак или мовалис. Также миорелаксанты, это может быть, допустим, фенлипсин, 1 таблетка 1 раз в день. Ну и однозначно можно попринимать антибиотик, аугментин, допустим. Если нет такой возможности, можно сделать дома болтанку. Берете, вообще пусть у вас это у всех находится дома, потому что много людей уезжает за границу, а там денег нет для того, чтобы обратиться к врачу, нет возможности обратиться к врачу, врач не хочет принимать, ну и так далее. Для того, чтобы всегда под рукой были спасающие вас вот такие смеси, очень рекомендую использовать такую болтанку, ее приготовить несложно. Сейчас я расскажу как. Одно сырое яйцо в кожуре необходимо положить в банку, залить сверху уксусом столовым, настоять 7 дней, после чего проколоть шкурку этого яйца и все, что там находится, чтобы вытекло в этот уксус. После чего взбить это все вилкой или блендером до однородной смеси. Кожуру по желанию можно достать и выбросить, можно не доставать и не выбрасывать. Хранить такую смесь необходимо в холодильнике. Натирать такой смесью необходимо места, которые страдают артритом, полиартритом, невралгией, там, воспалительными процессами, ишиасом и так далее. При подагре помогает, при вальгусной стопе, при любых деформациях стопы, при остеохондрозе, при формировании артроз тазобедренного сустава и так далее. Натирание вот такой смесью очень помогает. Там спрашивали: Андрей Андреевич, дайте народный способ простой для того, чтобы можно было помочь зрению. Вообще хочу сказать вам, что зрение наше, его возможно спасти. Тибетская медицина говорит о том, что применение кислоты на протяжении дня из цитрусовых помогает восстановить зрение. Я с этим абсолютно согласен. Если вы хотите восстановить зрение, принимайте каждый день сок 1 лимона, желательно в первой половине дня на протяжении 2-3 месяцев. Можно во время еды, можно после еды. Не бойтесь по поводу того, что если вы выпьете и попадет на эмаль уксус, то что-то с вами произойдет. Есть более агрессивные кислоты, которые мы принимаем, сами этого не зная. Это аскорбиновая кислота, которая находится в сливах, и которая находится в яблоках, и в ягодах, и так далее. И поверьте мне, это не так все активно, как лимонный сок. Поэтому не нужно бояться лимонного сока, можно его смело принимать, смешивая с водой или не смешивая с водой. Не нужно этого бояться, пейте на протяжении дня, в первой половине дня, вернее, сок лимона. Если вы будете это делать 2 месяца, то такие заболевания, как макулодистрофия, сетчатки, глаукома, катаракта,
Возможно, вы не вылечите, но заметно улучшите общее состояние своих глаз. Прям 100%. Джулия, ну что же вы пишете о своей маме и не слышите, что я вам говорю? Ну так уже 5 раз сказал. Ну. Ірина Тищенко, жінка 39 років. Как восстановиться от 2 кесарева? Шов беспокоит благодаря знаниям. У нас мальчик и мальчик. Спасибо. Итак, как восстановить шов и сделать так, чтобы шов рос или шов зажил нормально? Для этого вам понадобится вот такой мой рецепт. Возьмите сырое яйцо, возьмите из него белок. И вот этим белком на протяжении дня как можно чаще смазывайте место, где есть этот шов. Также второй вариант. Берете, отделяете из сырого яйца пленочку. Эту пленочку приклеиваете к тому месту, где у вас шов. И сверху скотчем медицинским, лентой такой медицинской приклеиваете. И носите, ну, не менее, наверное, 7-8 часов. Потом снимаете. Первый и второй способ очень эффективный, пожалуйста, можете им пользоваться, делайте многократно. Татьяна Лежнина. Мы живем в Мариуполе, не так давно появилась возможность смотреть ваши вебинары. А в компьютере осколки в блоке питания, телефон пришлось новый, Facebook пока не получается зайти. Скажите, мне, сыном, дочерью и внукам безопасно здесь находиться? Небезопасно, к сожалению. Наталья Круть. Андрей Андреевич, будьте добры, скажите, бетулиновая кислота для лечения сколько нужно применять раз на год? Одной баночки раз в год достаточно будет. Бетулиновая кислота мощнейший геронтопротектор, то есть можно сказать, что применение бетулиновой кислоты сделает вас моложе. Внешне это заметно уже первые несколько дней после применения бетулиновой кислоты. Человек начинает очень хорошо себя чувствовать. Единственные минусы, которые могут возникнуть, первое время может подниматься давление. Вообще, один из самых простых способов человеку навсегда устранить артериальное давление, один из способов, это применять на протяжении 1-2 месяцев биологически активную добавку коэнзим Q10. Просто по одной таблетке 1 раз в день на протяжении 1-2 месяцев навсегда избавит вас, ну или на длительное время избавит вас от гипертонического криза и, собственно, от гипертонического заболевания сердца. Скоро, скорее всего, мы выпустим свой коэнзим Q10 и витамин Е уже в гелевой такой форме, в желатиновых капсулах больших таких, и вы сможете приобрести. Сейчас можете приобрести в любой другой компании. Здравствуйте, Андрей Андреевич, помогите моему отцу, 82 года. Есть там инфо? Есть, идет там видео? О, идет, супер. Моему отцу 82 года, он в инвалидной коляске. Мы не можем никак справиться с опрелостями в паху. Он полный и малоподвижный. Что мы только не делали. Есть вещество такое, называется ликоподий. Это вещество, которое выделяется на дереве ели весной, когда появляется пыльца. Ликоподия – это пыльца сосны, насколько я помню. Использование вот такого ликоподия в виде присыпки заметно устраняет вот такие проблемы. В нашей компании я создал присыпку, она называется гигиеническая присыпка с ликоподием, которую необходимо использовать. В случае, если вы ее будете использовать, то заметно улучшите состояние отца. Второе. Обязательно, чтобы он сидел на подушке, в которой должна быть налита вода. Купите резиновую подушку, налейте в эту подушку воду и положите ему туда в коляску, в которой он переезжает или в которой он ездит, чтобы он сидел вот на такой подушке, внутри которой есть вода. В случае, если вы будете использовать и первое, и второе, то такие опрелости исчезнут. В других случаях, скорее всего,
помочь не сможете. Лейкоподий поможет. Есть такая мазь цинковая. Ладно. Подскажите, пожалуйста, как вылечиться? Постоянно в горле как что-то мешает, хочется кашлять, особенно после еды, какая-то слизь, из-за которой хочется кашлять. Спасибо. Если слизь после еды хочется кашлять, это говорит об аллергии. И скорее всего, возможно, лактоза непереносимости или какой-либо непереносимости. Вам необходим аллерголог. Также пройти исследование и посмотреть, какая пища вам 100% не подходит. Скорректировать такую пищу. Как вылечить это все? Принимайте соду. 1 чайная ложка соды на стакан воды 2 раза в день, хотя бы 30 дней. Это заметно на протяжении 30 дней улучшит ваше состояние. Будете довольны. Людмила Б. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Замучили приступы постхолестемический синдром, панкреатит, операция 19 лет, удаление желчевого. Чем облегчить жизнь? Поможет мой препарат Панкрисорб. Принимайте препарат Панкрисорб, 2 таблетки 3 раза в день. Обещаю, 1 месяц и болеть не будете. Второй вариант. Не знаете, чем полечить поджелудочную железу? И вот такие приступы панкреатита, уберите специи, перейдите на продукты питания, которые не острые, не горькое. Принимайте продукты питания диетические, все вареное, ничего жирного. Особенно уберите сладкую пищу. На протяжении дня, при этом, когда вы перейдете на такое питание, на протяжении дня 1 чайная ложка меда 2 раза в день. Также все, что связано с продуктами пчеловодства, очень хорошо лечит хронический панкреатит. Какие это продукты? Перга в небольшом количестве, цветочная пыльца, особенно хорошо маточное молочко или трутневое молочко. Применение данных препаратов в рацион питания как дополнительная профилактика заболеваний панкреатита, холецистита, хронического панкреатита, реактивного панкреатита, сахарного диабета 1 типа. Уважаемый Андрей Андреевич, можно ли приобрести вашу продукцию? Я живу в Германии. Да, мы отправляем продукцию нашу в Германию, как в общем во все страны, кроме Российской Федерации и Беларуси. Скажите, пожалуйста, за ковид, он опять будет нас доставать? Ковид никто не отменял на сегодняшний день. Ковидом так и продолжает болеть огромное количество людей. Ковид – это заболевание, с которым нам придется жить в дальнейшем и помнить о том, что это заболевание есть. Война не отменила заболевание ковида, и люди как болели ковидом, так и болеют. Первая волна ковида, она была такая более активная, сейчас она более мягкая, но я могу сказать, что ковидом все равно болеют. Когда человек начинает болеть ковидом, то ковид может проистекать двумя такими системами. Первая система – это просто падение иммунитета, и вторая – это возникновение цитокинового шторма. Именно поэтому я всегда говорю, что когда человек болеет ковидом или обнаружили ковид, первый анализ, который он должен сделать, это определить количество цитокинов. В случае, если они большие, начинать принимать антибиотики, начинать принимать интерфероны и так далее, и так далее. То есть то, что назначит врач. В случае, если человек болеет заболеванием ковид, и это проистекает в мягкой форме, с не снижением сатурации и так далее, то можно лечиться такими несложными препаратами, противовирусными, противовоспалительными и так далее, самостоятельно. Ірина Тищенко. Жінка 39 років. Як восстановитися? Сказав. Если человек будет принимать каждый день 1 таблетка бетулиновой кислоты, желательно в первой половине дня, то он никогда, ни при каких условиях не заболеет ковидом, как, впрочем, и каким-либо другим вирусным заболеванием. Пропейте бетулиновую кислоту, 1 баночку на протяжении месяца, 1 раз в 3 месяца. Если 1 раз в 3 месяца пить бетулиновую кислоту, еще лучше с бетулином,
то следующие 3 месяца вы 100% не заразитесь никакими заболеваниями, связанными с вирусами, никакими вирусными заболеваниями и вирусными инфекциями. Бетулиновая кислота на сегодняшний день представлена на моем сайте tibetan-formula, tibetan-formula.com. Вот такой правильный адрес. Мэрибан Рожиева. Здравствуйте, Андрей Андреевич, здравствуйте. Мой муж болеет сахарным диабетом 2 типа и еще гепатит. Он очень худой, нервный. Он, когда принимает таблетки от сахара, у него начинается понос. Помогите, пожалуйста. Это правильно. В случае, если человек с сахарным диабетом принимает препараты от сахарного диабета, там, диабетон, метформин, глюкофаж, то первое время у него обязательно появляется диарея. Это побочный эффект применения данного препарата. Также 100% хочу сказать, что устранить это возможно чем? Поможет пепсин. Есть вещество пепсин, которое добавляется в сквашивание сыра. Берете этот пепсин, 1 чайная ложка на 1 стакан теплой воды. И пусть пьет 1 стакан 1 раз в день. На протяжении 30 дней у него исчезнет навсегда диарея после применения препаратов от сахарного диабета 2 типа. Далее. Что необходимо делать? То, что он худеет, говорит о том, что заболевание гепатит его уничтожает. И однозначно необходимо пройти курс лечения от гепатита. Какой это курс лечения? Это 3 препарата моей компании. Гепофит, 2 препарат бетулин и 3 препарат бетулиновая кислота. Принимая по 1 таблетке каждого из 3 препаратов за 1 раз, 2 раза в день, на протяжении 2 месяцев вам полностью снимут ваш гепатит. Он поправится заметно лучше, начнет себя чувствовать, визуально станет добрее, теплее, лучше и так далее. Очень рекомендую. Здравствуйте, пожалуйста. Чем может быть вызвана сдавливающая боль в районе груди при подъеме вверх по дороге? Это связано с повышением давления и сердцебиения. Скорее всего, вы болеете хронической гипертонией. Поэтому, когда человек при хронической гипертонии начинает дышать тяжело, объем сердца он и так увеличен, потому что гипертония, как правило, связана с уменьшением просвета мелких сосудов, увеличением объема сердца. И объем сердца и так увеличен, вы его еще увеличиваете путем стимуляции, то есть путем увеличения дыхания, больше начинает кровоснабжение легких через сердечную аорту, заполнение происходит активно, при этом объем сердца увеличен и происходит вот такая отдышка, когда болит аж. То есть это говорит о том, что может возникнуть инфаркт. Что необходимо делать? Профилактика и лечение заболеваний атеросклероз, профилактика и лечение заболевания гипертоническое заболевание сердца. И не нагружайте себя. Спасибо вам огромное за рекомендации. Диету держу, а вот пчеловодные препараты не разрешали доктора. Буду пробовать, есть возможность приобрести в Уфе ваши препараты или заказать в Германию. В Германию, да. В Уфе нет, мы не работаем с Россией. Не забывайте, Российская Федерация, армия Российской Федерации на сегодняшний день является оккупантами, которые пытаются разрушить и оккупировать многие области нашей страны. На сегодняшний день мы не работаем с Российской Федерацией, и я так думаю, что в ближайшие десятилетия делать этого не будем. Андрей Андреевич, в Казахстане можно приобрести ваши препараты? Да, мы в Казахстан отправляем. Скажите, пожалуйста, можно ли мне опять вакцинироваться? Да, можно.
перенесла очень тяжело. Все нормально, первую тяжело переносят люди, вторую легко уже. Андрей Андреевич, что можно пропить ребенку от частого герпеса? Пью магнум цит. Можно попить бетулиновой кислотой. Можно детям пропить бетулиновую кислоту. Можно. Также в нашей компании есть препарат, он называется ГВИ. ГВИ одна таблетка 2 раза в день. Там есть очень хороший отзыв. Его можно найти на моем канале Тибетан, на моем канале YouTube. Называется «Тибетская формула. Спасительные рецепты». Там в комментариях одна женщина написала о том, как она всю жизнь болела герпесом и как ее вылечил препарат ГВИ. И она многие годы перестала болеть герпесом и говорит, что это большое счастье, когда ты уже каждую зиму и каждую осень не болеешь герпесом. Здравствуйте, у меня очень болит сустав тазобедренный и отдает боль в колено при ходьбе. Больно наступать, какие препараты помогут убрать эту боль. Начните проводить медовый массаж тазобедренного сустава. Также натирайте, вот сегодня я говорил, вот этой настойкой из яйца с уксусом. Из моих препаратов артрозиновая мазь, артрозин препарат, 2 таблетки 3 раза в день. Далее депосалт и метикс. Метикс 1 чайная ложка на стакан воды, тоже 3 раза в день. Бетулиновая кислота 1 таблетка 1 раз в день. Здравствуйте, от варикоза можно вылечиться навсегда без операции? Я еще не встречал людей, которые с ярко выраженным варикозом когда-либо справлялись без операции. Но облегчить страдания возможно. Существует тибетская медицина. В тибетской медицине говорится о том, что заболевания при расширении сосудов вен на ногах лечится путем стимуляции печени. Каким образом лечится? Там говорится о том, что это заболевание печени, что при лечении печени там много очень есть советов. Тибетская медицина, она рассматривает продукты питания как элемент лекарства, и такой очень забавный есть рецепт, который, по идее, должен помогать лечить вены. У меня была семья молдаван, которые жили на территории Белоруссии, и женщина приезжала со своим мужем, это было 10-11 лет назад, ко мне на морской курс в Крым. И когда они приезжали, она рассказала историю о том, как она вылечила драматично. Она дояркой работала всю жизнь, и у нее были очень тяжелые поражения вен на ногах. И сказала, что смогла их вылечить по рецепту, который я давал в Виннице. Там было это видео, которое было залито в Ютубе. Там я говорил о тибетской медицине и говорил о том, что тибетская медицина рекомендует лечить вены на ногах говяжьей печенью или телячьей печенью. Каким образом? Ну, я вам это могу сказать, но немногие начнут это принимать. Тибетцы брали печень, ее нарезали мелкими кусочками, выкладывали так, чтобы все соки из печени стекали, после чего в духовке или там в теплом она высыхала, там, помешиванием, после чего делали это так, чтобы получить порошок высушенной печени, принимали порошок высушенной печени следующим образом. 1 чайная ложка, разводя в стакане холодной воды или без воды, 2-3 раза в день. Считалось, что на протяжении 40 и более дней можно устранить заболевание вен на ногах, используя вот такую печень. Опять-таки хочу сказать, я это даю как просто обычный человек, не являющийся, ну, наверное, не гарантирующий излечение с использованием этой древней тибетской медицины. Почему? Древняя тибетская медицина и тибетская медицина не является панацеей от заболеваний, также не является гарантией того, что человека можно с помощью данной медицины вылечить. Почему? Данная медицинская традиция не признана в Европе и в европейских странах. Добрый день, рада встрече. Ашхабад, Туркменистан, Элла. Появились белые пятна на руках, кисти рук не проходят зимой, не очень заметно загорают, пятна сильно видны. Сегодня говорил, сода и перец напополам, порошок соды, порошок перца. Принимать 1 чайная ложка на стакан холодной воды 1 раз в день пить. Таким же веществом с добавлением
виски или с добавлением рома темного цвета, натирать места, где появляются белые пятна. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Начал знакомиться с школой Кайлас, ура, скоро стану ученицей. Поздравляю. Набрала большой вес. Это от того, что прошла быстро 4-5 ступени или эндокринка? Ну нет, конечно. Причем тут ступени к весу. Сердечное, наверное, состояние. Ну, скорее всего. Я живу на 2 страны. Только что вернулась из Германии. Через 3 месяца вернулась и закажу. Спасибо вам, пожалуйста. Добрий день, скажите, можна якийсь вивести папилломавирус? Можно. Препарат бетулиновая кислота. При лечении папилломавируса рекомендовано. 1 таблетка 2 раза в день. Есть якась профилактика від захворювання раку, шийки матки. Есть это препарат, который называется бетулиновая кислота. Переходите в Википедию, пишите бетулиновая кислота, изучаете. Или пишите бетулиновая кислота лечения папилломавируса и читаете информацию. Что можно посоветовать от бесплодия? МГ низкий, антимюллеровский гормон низкий. Можно принимать препараты мускус, далее Карунеш, далее Кинскит. Есть девушка, у которой антимюллеровский гормон был низкий, которая в Италии вышла замуж за итальянца, и итальянец очень нервничал по поводу того, что она не может забеременеть. Я ей порекомендовал использовать препарат Кинскит и препарат Карунеш. Сейчас она уже выносила и родила ребенка. Правда, это произошло не за 1 год, а за 2 года. Вот 2 года она, считай, принимала препараты до момента, пока у нее появился ребенок. Могу сказать, что это не единственный случай. Таких случаев применения препарата Кинскит и Карунеш в моей компании достаточно большое. Рекомендую тем, кто хочет иметь детей, обязательно начните принимать данные препараты. Великолепное средство. Мне в свое время после прохождения химиотерапии и в дальнейшем радиотерапии говорили о том, что я не смогу никогда иметь детей. Также у моей жены ставили определенный диагноз, который и говорили ей, что у нее тоже детей не будет. И могу сказать, что применение препаратов Кинскит и Карунеш, которые я делал прежде всего для своей семьи, помогло нам благополучно нарожать целую кучу прекрасных, хороших детей. Наталья Адашкевич. Здравствуйте, Андрей Андреевич. В Беларуси не работаете. Подскажите, чем полечиться? Склероз замыкательных пластин, протрузия, грыжа, невроз, мастопатия, хронический стресс. Милая Наталья Адашкевич, ну что я должен вам посоветовать? Скажите мне. Так бы я посоветовал свои препараты. А так что я должен вам посоветовать? Могу вам посоветовать вот что. Кардиология, неврология. Вот так. Можно посоветовать здоровый образ жизни. Есть 3 принципа здоровой жизни. Эти 3 принципа звучат так. Ложись рано, вставай рано, спи долго. 2 принцип. Ограничивайте себя в еде. 1 раз в неделю поститесь, желательно в четверг. 3. В рацион питания введите в обязательном порядке горькое и кислое. Из кислого это квашеная капуста, квашеные огурцы. Это очень кислые на вкус продукты какие-либо, лимон там или еще что-то. Уберите глюкозу, алкоголь, жареное, копченое. Это все в комплексе существенно на 100% улучшит ваше состояние. Принимайте соду. 1 чайная ложка соды на стакан холодной воды 2 раза в день. Из горечи можете принимать полынь. Знаете, есть очень хорошее средство полынь напополам с содой. Вот смотрите, полынь с содой может убрать заболевание фурункулез, заболевания каких-либо точек на теле и так далее. Если точки темные, то убирается содой или красные, или воспаления активные, причем еще и неврологические, то необходимо принимать сода с полынью. 1 чайная ложка смеси 1 раз в день.
запивая водой. В случае, если белые пятна по телу, то сода с порошком черного перца. Вот таким образом. Доктор, при сильном ветре может болеть голова? Наша медицина не говорит о том, что это может быть, а тибетская говорит, что таки да. При сильном ветре может болеть голова. Да, при сильном ветре у человека может болеть голова. Холод входит в голову. Это очень часто происходит на фоне спазмирования сосудов. И такое заболевание есть. Что необходимо делать? Необходимо мазью троксивозиновой смазывать воротниковый отдел. Также советуется принимать продукты, в которых есть жиры. То есть это сливочное масло натуральное, это масло кхи, это какие-либо продукты, горькие продукты, животные жиры. Они пьют для того, чтобы не надувало в голову в Тибете. Они пьют там чай. Его они называют, наши пельмени называют мамами или момами, а чай называют, еду свою называют цампой. А чай же у них называется, вот это да, я забыл. Не помню, Дарджилинг. И они готовят чай следующим образом. Берут натуральное масло, овечье или из яка, после чего это масло сначала заливают или сначала делают горячий зеленый чай. Потом в этот зеленый чай добавляют это масло и взбивают его очень долго. Получается вот такой напиток. В него добавляют соль и перец. Когда пьешь этот напиток, жарко становится. Я очень рекомендую. В случае, если человек теряет вес, болеет онкологией, если у человека нехватка сил, низкий иммунитет и ему часто надувает в голову, я рекомендую принимать такой чай. Приготовить в домашних условиях несложно. 1 чайная ложка зеленого чая, желательно, чтобы он назывался белый, или порох, или серебристый. И с добавлением 1 столовой ложки сливочного, желательно натурального масла, с добавлением маленькой щепотки соли. Выпиваете 1 стакан 1 раз в день. Такие заболевания, как остеохондроз, заболевания, когда надувает голову или голова болит на фоне ветра, будут исчезать. Здравствуйте, подскажите, как вылечить щитовидную железу? Щитовидная железа – это аутоиммунное заболевание. В случае, если человек хочет лечить щитовидную железу, он должен понять, чем же она болеет, щитовидная железа. Этих заболеваний 3. Это аутоиммунный тиреоидит, который связан с показателями АТТПО, пероксидаза щитовидной железы, которая будет говорить о том, что вам необходимы гормоны для щитовидной железы, такие как проутерокс или эльтероксин. Второе – это Т3, Т4, которые будут говорить о гипофункции щитовидной железы или того, что вам не хватает йода в вашем рационе питания. И гиперфункция железы, когда показатели Т3, Т4 будут выше нормы. И таким образом можно сказать, что в случае, если 1, 2 и 3 у вас имеет какое-нибудь нарушение, то необходимо выбирать стратегию по лечению данного заболевания определенного. То есть это может быть узловой зоб, аутоиммунный тиреоидит, тиреотоксикоз, это может быть заболевание Хашимота. Таким образом, лечение необходимо применять соответствующее. Во всем этом поможет вам разобраться эндокринолог. В случае, если вы сами себе эндокринолог, то тогда вы не сможете никак помочь себе, потому что для начала нужно определить, чем же вы на самом деле болеете. Как определить внешне, какие заболевания щитовидной железы у вас есть. Если щитовидная железа у вас увеличена заметно, также вы поправились, также у вас неврозы, также у вас утром лицо как будто намазано воском, также при умывании ощущение, будто вода как мыльная становится, внезапные и резкие вспотевания, то есть ничего, потом как холодный пот или горячий пот и такой липкий пот неприятный, при этом без запаха, особенно во время лета. При этом тяжело переносите лето, тяжело переносите жару. Это говорит о гипофункции щитовидной железы. Вам необходимо йод-содержащие препараты, такие как в нашей компании Йодикс. 1 таблетка 2 или даже 3 раза в день, совершенно безопасно.
В случае, если у вас периодически возникает, вы очень сильно похудели, у вас периодически возникает неконтролируемое движение глаза, то есть глаз косит к центру носа или к внешней стороне глаза, особенно это происходит в утреннее время, сильнейшие боли в лобной части, в области носовых пазух и так далее. Это говорит о гиперфункции щитовидной железы. Гиперфункция еще и может быть связана с тем, что вам очень часто становится внезапно холодно. То есть у вас внезапно замерзают руки и ноги, это происходит в течение 1 секунды. При этом появляется ощущение в нижней части под горловым таким яблоком в впадине, появляется прямо скованная такая острая боль, как будто колет. Это говорит о гиперфункции. Необходима помощь эндокринолога. Если вы очень часто болеете аутоиммунными заболеваниями, у вас упадок сил, головокружение, кашель частый, при этом ставят вам бронхит, допустим, и так далее. Это говорит об аутоиммунном тиреоидите, и необходимо провести исследование на АТ-ТПО и проверить, нет ли у вас снижения или повышения данного гормона. И в случае, если такое есть, необходимо применять, что там идет трансляция или снова не идет. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Простите, деликатный вопрос. Женские моменты дают проблему для радости жизни. Очень сухая, слизистая, микротрещины. Спасибо. Первые признаки сахарного диабета 2 типа – это микротрещины, слизистые оболочки вагины. Чем лечится? Первое, что необходимо делать, это начать принимать препараты от сахарного диабета 2 типа. Это хотя бы метформин 500, 1 таблетка после приема пищи 1 или 2 раза в день. Также полностью убрать глюкозу из рациона питания хотя бы на 1-2 месяца. При этом смазывать можно, у нас есть такая мазь, называется изотоновый бальзам. Брызгайте эти места изотоновым бальзамом, и вот такая проблема исчезнет. Доктор переболела ковидом 2 недели, симптомы ушли, а голова очень болит. Да, такое может быть, голова может очень болеть. Чем можно устранить? Березовые почки помогут. Заваривайте березовые почки, пейте их как чай. Береза сможет провести дезинтоксикацию ликвора мозга и устранить энцефалопатию мозга, которая возникает на фоне перенесенного заболевания ковид. Итак, открою сейчас канал, который называется «Тибетская формула. Спасительные рецепты». Перейду в творческую студию. Комментарии. Елена пишет: ваши советы правда помогают, а препараты лечат. Все мази так вообще чудотворны. Например, мазь для груди и мазь варикозиновая. Убирает фурункулы на протяжении 2-3 минут. С низким к вам поклон. Спасибо. Написано к видео киста и сосудистые воспаления в горле. Далее.
О бетулине пишет Франциско Пиццентини. Мне помог ваш препарат бетулин, я его принимал. Хочу повторить курс лечения, очень понравилось. Валентина Синюк. Андрей Андреевич, помогло, вылечил, избавился. Это что, полип в желчном пузыре. Благодаря вам каждый день пью воду с лимоном, очень хорошо себя чувствую. Это к моему видео лимон почистил сосуды уникальным народным способом, а гастрит лечила прополисом. Я его ела на голодный желудок, как вы говорили. Да, если у вас изжога, тяжесть в желудке, очень живот увеличен, необходимо принимать прополис. У нас в компании есть таблетки прополиса. Если у вас изжога, особенно в вечернее время, урчит желудок, также если его не нужно, раз он в болюсах кругленький, берете 2 болюса, запиваете холодной водой, делаете это 2-3 раза в день. Но самый большой плюс этого заключается в том, что если принимать прополис вот таким образом, то у человека исчезает храп. Прополис можно полностью, вернее, храп можно полностью вылечить, если использовать прополис. Почему у ребенка учащен пульс, спросила женщина. И я в этом видео, которое называется «Почему у ребенка учащен пульс», порекомендовал принимать препараты для желчного пузыря. Это лунглин и тантал, и гепакс. И вот женщина Татьяна Бонд написала: спасибо большое, это помогло моему ребенку. Я убрала сахар с рациона, начала давать ему препараты гепакс, тантал. Вы гениальный человек. Понятно. Любовь Квоч. Тут все нехорошие комменты удаляют. Нет, не удаляет никто никакие комментарии. Никто не занимается этим. Вот еще. Кто хочет, пишет, все комментарии добавляются. Значит, лечение нитками я рекомендовал обернуть вокруг поясницы зеленую нить, носить ее и так далее. К этому видео Гульнара Азимова ответила: пробовала и мне помогло, уже позвоночник не болит, грыжа не болит и теперь почему-то болит левая нога. С тех пор уже год заземления тазобедренных суставов, что делать не знаю. Я ответил. Нина Вебер к видео лечения нитки при некоторых заболеваниях написала: я завязывала на поясницу, носила полгода, избавилась от заболеваний поясницы, я даже забыла об этом, спасибо за доброту. Также Ирина ответила: и мне помогло, боли прошли, спасибо большое. 4 упражнения от остеохондроза, дистонии, гипертонии я давал. Это помните, руки назад, это в моем видео. Елизавета Карпенкова написала: ого, спасибо, сделала 1 раз, помогло, боль ушла и дышать стало легко. Комментарий нитки в помощь. Татьяна Архитюк написала: нитки зеленые повязала от безысходности на ноги, сильные боли, варикоз. Удивило мне, помогло очень. Спасибо, пожалуйста. Помогло избавиться от оспин и ветрянки ребенку. Ваш отвар, как вы и советовали, крапивы и череды. Вот, видите. Татьяна Ким, спасибо за очередные советы от головокружения. А мне помогло с ними справиться мумиё. Я об этом узнала из вашего вебинара. Правильно, это чистое головокружение, народный рецепт применения препарата мумиё. Спасибо за заботу, Андрей Андреевич, за ваши рецепты народной медицины. Так и есть. Я говорил, что если голова кружится, необходимо брать мумиё, рассасывать и делать это каждый день, 2 раза в день. Вот так. Марьяна. Ровно 1 год назад приобрела препараты ТФ. Спасибо, что вы с нами. Диагноз у сына: глисты, гипофункция щитовидки, депрессия, диета. Без белого хлеба, без сахара, без молочных продуктов. И был 4 месяца без сладкого вообще. Принимали препараты Роагула, Папулин, Эмбрио, Сирантал, Поставит, Супра. И, чтобы легче отказаться от сладкого, гликоцитрохромин. 10 раз пшикали каждый час. Нам очень помогло, здоровье поддерживаем препаратами ТФ.
Татьяна Абрамов. Ваши препараты по перелому позвоночника я принимала. Мумио, Вертебралис, Нео, крепкие кости, Депасалт, Бактамакс, Глюкохон и многие другие. Мне и мази ваши помогли, особенно мази от полиартрита, артрозиновые и бишофитовые мази. Прекрасно чувствую. Боли снимаются моментально, исчезает ограничение в свободном движении. И что только я у вас не заказывала. От поджелудочной панкресор прошли колкие боли. Еще была кисты на теле поджелудочной железы. Помогло народное средство для удаления кисты, которое вы посоветовали, и многое другое. Весь букет не перечислись. Мне 74, целый букет болезней. Хочу отдельно написать о Эмбрио Плюс. О нем просто слов нет. Отличный препарат. Когда я его принимала, я летала. У меня было хорошее настроение, отличное самочувствие. Абсолютно ничего не болело, появилась энергия, трудоспособность. Очень хотелось жить и как можно больше помогать своим близким и родным, а также родным, которых намного старше меня. Приняв препарат Эмбрио Плюс, я почувствовала себя моложе на 40 с лишним лет. Мне захотелось поступить в высшее учебное заведение. Это просто чудный, удивительный препарат. Да что говорить. Я приобретала много препаратов, все хорошие, эффективные, без побочных эффектов. Здоровье семье поддерживал препаратом Эмбрион-Назин капли и капли Лангин. Не раз принимала калиин, очень помог от изжоги. Чувствуется, что очищается организм в целом. Моему брату 90 лет, калиин очень понравился от запоров. В целом он почувствовал легкость. Совет по зеленую нитку тоже помог. Поясница болела тоже, и всей семьей зеленая веревка помогала. Моему зятю предстояла операция по уху, горлу и носу, а препараты ТФ, Трангин, Эмбрион-Назин, Лангин капли помогли ему, и он вылечился безоперационно. Андрей Андреевич, вы не даете добру пропадать зря. Все, что есть полезное и доброе на земле, вы используете на благо народа. Низкий вам поклон, желаю крепкого здоровья и так далее. Таких вот приятных сообщений, их много. Чем лечить онемение рук? Нет сил в левой руке, врачи не помогли. Затравили лекарствами, я инвалид первой группы, колясочник. Вам нужен массаж. Медовый желательно, прямо медовый. Также, если нет сил, то необходимо попринимать 2 моих препарата. Первый Метикс, а второй Манкулит. По 1 чайной ложке. И первого и второго на 1 стакан воды 1 раз в день. Дочь моя, Любовь, после родов похудела. Есть проблема в области шеи. При приеме пищи тщательно пережевывает пищу. Когда-то она подавилась рыбьей косточкой. Что делать? Это невроз. Невроз лечится препаратом Пастовит. Белая глина – это чудо вовнутрь. Спасибо большое, пожалуйста. Недавно нашла вас в інеті. Скажіть, будь ласка, що мені зробити, щоб стати мамою? Нам з чоловіком за 40, вже більше 15 років, нічого не виходить. Помогут мої препарати. Это препарат Карунеш и Кинскит. По 2 таблетки 2 раза в день. Обещаю, что прием данных препаратов 2-3 месяца приведет вас к исполнению вашей заветной мечты. У меня большие проблемы с мочевым пузырем, кишечником, болят сильно колени, тазобедренный сустав, позвоночник. Деньги на ветер, лечение не помогает. Да, это известный фактор. Поможет 2 моих препарата, цистин и бетулиновая кислота. Бетулиновая кислота 1 таблетка 2 раза в день, цистин 1 таблетка 3 раза в день. Принимайте оба препарата на протяжении месяца и пишите мне. Если напишите, что не помогло, деньги верну. Здравствуйте, подскажите, мне 63 года, как лечить гиперплазию эндометрии? Гиперплазию эндометрии необходимо лечить мазью, она называется изотоновая, или бальзамом изотоновым. Также эндометрикс, есть такой препарат у нас, тоже можно его в виде мази использовать. Принимайте при этом еще и Прокмарти, Альбикан и Прокмарти, Альбикан и женское здоровье. Вот такие препараты. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Подскажите, пожалуйста, чем отличается порошковый коллаген от таблетированного? Можно ли принимать с препаратом цистин? Можно принимать вместе с препаратом цистин. Вот прямо сейчас показываю на моем рабочем столе, в моем рабочем кабинете, у меня дома, откуда я сейчас веду вебинар.
лежит 2 препарата, которые я постоянно применяю. Я эти препараты принимаю, их на самом деле 3. Этот препарат, он у нас закрытый, то есть я его принимаю сам, его тоже производит моя компания, но для другой компании, он называется МВ. Это мускус и валерьяна в экстрактах. Мне очень нравится, я его не продаю. А вот 3 препарата, которые я принимаю на протяжении, наверное, 4-5 месяцев. Что я могу сказать при приеме данных препаратов? Нереальное омоложение, улучшение либидо, улучшение общего состояния физического, увеличение силы и так далее. То есть мне, мужчине, который имеет возраст 50-летний практически, данные препараты помогают чувствовать себя на много-много лет меньше. Мне помогла зеленая нить, спина в порядке, очень помог сок лимона, уходят хрипы в груди, дышать легче и проходят боли в животе и желудке. Продолжаю курсами пить сок лимона, спасибо большое, пожалуйста. Подскажите, утром на правой руке пальцы отекают, что делать народным способом? Я из Минска, спасибо. Чтобы не отекали на правой руке, натирайте утром, только не смейтесь, натирайте утром утренней мочой в баночку и натирайте плечо и саму руку, и шею натирайте. А потом через 10 минут можете искупаться. Вы заметите, что вот эти отеки исчезнут. Вообще отеки это может быть ущемление нервной ткани. Чем это все устраняется? Висением на турнике, ну, вот таким образом. Как связаться с вами по вопросу купить препараты? Вам не нужно со мной связываться. Прямо сейчас я сброшу сюда вам ссылку. Забыл ее добавить. Вот. Это ссылка. Пишу ссылка на сайт. Я ее прикреплю сейчас, эту ссылку. И можете перейти по данной ссылке, и перейдя по ней, вы перейдете в мой интернет-магазин. Там вы можете в этом интернет-магазине связаться с оператором. В нижней части экрана есть кнопочка «Связаться с оператором», и сможете пообщаться с оператором на тему ваших проблем. Он поможет для вас выбрать нужные препараты, а также вы сможете приобрести те препараты, которые вам необходимы. Здравствуйте, мне 70 лет, грыжи по всей спине, шейный, грудной отдел, отказывают руки и ноги, нарушение координации, падаю, передвигаюсь с трудом по комнате, с ходунками. Какие ваши рекомендации? Массаж какой? Медовый. Как его делать? Поможет такой массаж. Возьмите, или кто-то из близких пусть возьмет, намажет вам спину медом. После чего в 2-литровую бутылку из-под кока-колы, я не знаю, любого напитка, там, минеральной воды, желательно, чтобы ровная бутылка была, налейте теплую, не горячую воду. И после чего просто катайте такой бутылкой по вашей спине. Пусть катают не менее 40 минут, 1 часа. После чего, если это делать через день, то на 15-й день вы заметите невероятное облегчение. Также на длительное время откажитесь от соли и от мяса. На длительное время. Здравствуйте, мучает внезапная потливость. Гипергидроз называется. Просто так, без напряжения работы. Вдруг остановлюсь, вся мокрая, что делать? Попринимайте препарат Климактерикс моей компании и гипергидрозин. Климактерикс и гипергидрозин. По 2 таблетки 3 раза в день. Можно избавиться от непереносимости глютена. Можно избавиться. На протяжении месяца пить 1 чайная ложка соды на 1 стакан воды 2 раза в день, утром и вечером. Через месяц показатели усвоения глютена изменятся. Я желаю вам здоровья. Здоровым быть легко поможет вам Дойко. Обязательно переходите на мой сайт, который называется tibetan-formula.com. На данном сайте вы сможете приобрести все препараты, о которых я рассказываю. Это препараты, которые производит моя компания, которая называется «Завод Тибетская формула». Также здесь есть кнопка, где вы можете ознакомиться с самим заводом, чем мы занимаемся.
мы являемся украинскими сертифицированными производителями. Мы — это я в лице президента компании «Тибетская формула». Кто разрабатывал препараты? Самостоятельно разрабатывал препараты. Каким образом это делал, я могу показать вам. Вот на сегодняшний день библиотека. В этой библиотеке огромное количество информации, которая связана с тематикой лечения. Вот смотрите, о травах и долголетии. Дальше современная фитотерапия. Народные лечебники, земли тюменской травы целебные. И огромное количество информации, которая связана с лечением травами. Все о фитотерапии, все о том, как это все разрабатывалось. Есть подписки и сборники огромного количества книг, которые связаны с народной медициной. Это сборники всех журналов «Бабушка», всевозможные книги, которые когда-либо издавались, которые были связаны с фитолечением, там, «Золотой ус», там, и так далее. То есть вот эти книги, их очень много, я собрал целую библиотеку, и на основании вот этой библиотеки было мной в свое время разработаны вот эти фитокурсы или фитосистемы применения данных препаратов. Библиотека очень обширная, вот так выглядит это все. Ссылка на мой сайт, она есть здесь в чате сверху прикреплена. Ссылка tibetan-formula.com. Наталья Прытляк. Андрей Андреевич, у меня после многих химиотерапий барахлит печень, не могу кушать, тошнит. Принимайте бетулин и бетулиновую кислоту по одной таблетке 2 раза в день. Здрасте. Внезапно пропадает аппетит, дрожь, гул в ногах, слабость, плохое настроение. Что и как лечить? Паставит, сирантал. Начните принимать йодис. Здоровым быть легко. Поможет вам Дуйко. Спасибо и до свидания, друзья.